Привет, друзья! С вами Михаил Снитко, и тема этого видео – CRM-идеология. Что необходимо для того, чтобы лояльность клиентов повысить? Для этого не нужно изобретать велосипед. Достаточно понимать, что клиенту важно. Хранить всю историю отношений с ним. А главное, вовремя его информировать о предложениях, которые могут быть ему полезны. На самом деле, технологии работы основываются на базовых принципах, а моделирование этих принципов закладывается в CRM-идеологию. Также у каждого бизнеса так или иначе выстраиваются какие-то взаимоотношения с клиентами, где задача эти взаимоотношения – развивать. Но предположим, что в какой-то момент времени компания делает ревизию и выясняется, что 10% товарного запаса исчезло. Что в итоге произойдет? Начнутся жуткие проверки, истерика и поиск виновных. Но с клиентами ситуация противоположная. Дело в том, что клиенты приходят и уходят, и обычно никто не замечает, что они ушли. Прикол заключается в том, что в большинстве типичных компаний это происходит незаметно. Часто компания может потерять 20-30% клиентской базы, и этого даже не заметить. Каждый клиент обладает так называемым потенциалом. Что такое потенциал? Потенциал – это то, сколько клиент может потратить денег на наш продукт. Например, клиент покупает хлеб, то его потенциалом будет то, сколько он этого хлеба может купить в месяц. Для чего это важно понимать? Дело в том, что потенциал является лимитом наших активностей в плане монетизации. Почему? Потому что невозможно клиенту продать, например, 100 булок хлеба в день. Поэтому у любого потенциала существует лимит, выше которого не перепрыгнуть. Что еще важно понимать? Это сколько клиент в нашей компании тратит денег. Дело в том, что это лишь какая-то часть. И практика показывает, что эта часть всегда существенно ниже, чем 100%. Почему мы не можем реализовать остальной его потенциал? Потому что зачастую клиент не знает, что мы можем предложить ему что-то еще. По этой причине мы не достигаем ключевой нашей задачи. А именно, за счет роста нереализованного потенциала максимизировать его ценность. В чем заключается снижение ценности клиентской базы? Есть такое понятие, как отток клиентов или переход в неактивное состояние. О чем идет речь? Если клиент переходит в отток, это клиентскую базу разрушает. Зачастую мы сами подталкиваем клиентскую базу к тому, чтобы она начала тухнуть и дурно пахнуть. Как это происходит? Давайте для примера возьмем рассылку. Классика жанра заключается в том, что нам надо сгенерить какую-то сумму, получить какую-то конверсию. Что мы делаем? Мы берем клиентскую базу, делаем массовую рассылку и получаем, например, 0,5% конверсии, которая генерирует какой-то отклик. То есть в результате люди начинают платить. В чем заключается проблема? По факту получается так, что чем больше рассылок мы сделаем, тем вероятность отклика на наши рассылки снижается. То есть конверсия отклика обратно пропорциональна количеству рассылок. Существует такой термин, как эрозия клиентской базы. Что значит эрозия? Это когда люди наши рассылки считают нерелевантными. Что значит нерелевантными? Это спам, вследствие чего эти рассылки сразу отправляются в корзину. В результате компания получает какой-то доход. Но если мы посчитаем, как эти действия снижают активность клиентов, мы получим убытки. Почему так происходит? Дело в том, что такими действиями мы ценность клиентской базы разрушаем больше, чем ее создаем. Какие в компании существуют проблемы на пути организации хорошего сервиса? Первая проблема – это невыполненные обещания. Когда компания, берясь обслуживать клиента, обещает ему слишком много. В чем заключается проблема? Дело в том, что для клиента нет ничего хуже, чем вранье. Вторая проблема – нельзя ограничиться частичными улучшениями. Почему это так? Потому что если мы действительно решили хорошо обслуживать наших клиентов, то надо подготовиться к комплексной реформе. Но, как говорили классики марксизма-ленинизма, как только ты хочешь решить частность, это становится частью целого. Невозможно создать что-то хорошее, не имея представления о том, что ты хочешь создать. О чем это говорит? Задача честно ответить себе на вопрос, действительно ли мы хотим сделать свой сервис безупречным, либо занимаемся пустой болтовней. Что для CRM-системы на выходе является продуктом? Это структурированная клиентская база со всей летописью взаимоотношений с клиентами. Но так или иначе в любой компании уже какой-то процесс работы с клиентами существует, потому что его не может не быть, даже если он представляет из себя хаос. Но что тут важно понимать? Дело в том, что любая CRM-система сама по себе не организовывает процесс продаж и работу с клиентами. Эти процессы ведутся людьми и измеряются людьми. Тогда спрашивается, а нахрена Казибаян? То есть вообще зачем эти CRM-системы нужны? Затем, что CRM отражает процесс продаж. Проблема в том, что на стикерах и записульках это сделать невозможно. Также без понимания процесса невозможно достичь повторяемости результата. Именно поэтому CRM в первую очередь отражает, а не оптимизирует процесс продаж. Когда экономика трещит по швам и на рынке бесконечный кризис, у компании возникают критические риски. Что в этом случае необходимо делать? Руководителю крайне важно эти риски уметь распределять. О чем это говорит? Это говорит о том, что роль личности в компании возрастает.
Что значит возрастает? Это не только рост прав личности, но в первую очередь рост ответственности каждого работающего в компании сотрудника. Каким образом происходит развитие? Развитие происходит через оперирование цифрами. Но главное эти цифры начать собирать, потому что нельзя управлять тем, что мы не считаем и не контролируем. Ключевая мысль – качество должно быть оцифровано. И влияя на эти метрики, мы можем влиять на уровень качества в целом. Но качество – это не только математический подход. Качество – это и ценностный подход к качеству, потому что сухая математика души не имеет. Например, существует метрика качества работы менеджера в CRM-системе, где отражается количество обработанных задач. Тем самым руководитель видит, а менеджеры вообще работают или делают вид, что работают. Какое количество висящих задач, сколько просроченных задач, то есть сколько мы обещаем клиентам позвонить и не перезваниваем. Что нам дает CRM-идеология? Она позволяет делать максимальное в моменте. О чем идет речь? Дело в том, что можно реализовать возможность, а можно ее профукать. О чем идет речь? Например, у меня есть клиент, с которым я общаюсь, где задача максимум – довести его до хороших денег. Если же у меня не получается, то я могу достичь среднюю цель – довести его хоть до каких-то денег. Если же у меня и это не получается, это не значит, что клиента надо сливать. Поэтому, если клиент не покупает, задача выяснить, может ли он назвать знакомых с такой же проблемой и дать их контакты. В чем заключается смысл? Мы не сделали максимум, мы не выполнили серединную цель, но мы получили минимум, который в потенциале может конвертироваться в деньги. Что мы делаем? Мы максимизируем потенциал от общения с каждым клиентом. Но давайте разберем, для чего нужен план продаж. О чем говорит наличие плана? Это говорит о том, что компания намерена расти, потому что отсутствие плана – это отсутствие желания развиваться. Какой следующий шаг? Это вместе с менеджерами этот план согласовать. Что значит согласовать? Это означает, что руководитель должен менеджерам объективно объяснить, как людям этот план выполнить. Потому что если менеджер этого не поймет, вряд ли будет факт. Но как это обычно происходит в шарашкиных конторах? Роб нанимает продавцов, рисует на доске план, садится в кресло, надувает щеки и надеется, что люди начнут продавать. Конечно, надежды юноши питают, но тут хочется перейти на китайский, потому что рисовать ху-и на доске много ума не надо. Малевичи, блин, через ять. Поэтому, когда мы ставим себе задачу сформулировать план, что нам придется сделать? Нам надо проанализировать, что было раньше. Для чего это надо? Для того, чтобы не врать себе. Задача посмотреть на свои ресурсы и оценить, сможем ли мы свои обязательства выполнить. Этот инструмент своего рода точка сборки, которая позволяет нам осуществить целый комплекс мероприятий. Для чего это надо? Чтобы все это дело структурировать. Когда мы сформулировали план, который состоит из конкретных элементов, что у этого плана должно быть? Он на каждом уровне должен иметь свою декомпозицию. Что значит декомпозицию? То есть детализирован до конкретных показателей. Что значит показатели? Это означает, что к нормативам привязывается мотивация. И за выполнение этих ключевых показателей эффективности менеджеры получают материальное вознаграждение. Также критически важно – это честно ответить себе на вопрос, где деньги? Что является самой живой зоной? Какой продукт? Какой рекламный канал? Какой клиент дает максимальный выхлоп? Куда необходимо бить? То есть задача – осознать в цифровом виде, что является ключевым. Задача – сфокусировать угол атаки на самое живое место и направить на него все свои силы, время, нервы и деньги, чтобы получить из возможного максимальное. На этой оптимистической ноте предлагаю данное видео закруглять. Поэтому хочу пожелать, чтобы в реализации своих замыслов вы никогда не останавливались на достигнутом, и чтобы на пути к своим целям вас всегда сопровождала удача. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокол, чтобы не пропустить следующий выпуск. Высказывайте свою точку зрения в комментариях, ставьте лайки и увидимся в следующих видео. Пока!